Привет! Официально HAVQ-драйвер не работает с планшетом Gammon S620, но это очень легко исправить. Если на компьютере уже установлены другие драйвера, то их обязательно нужно удалить, а после чего перезагрузить систему. Если предыдущий шаг выполнен, то переходи по ссылке в описании в репозиторий драйвера на GitHub. Скачай архив с последней версией и распакуй его в удобное для тебя место. В распакованной папке находим файл install в multidriver.bat и запускаем его. После того, как драйвер установлен в систему, открываем папку config, а в ней файл tablet.kfg через блокнот. Проматываем в самый низ и добавляем поддержку нашего планшета, вписав этот текст. Найти его можно в описании. Теперь, если запустить файл tabletdriver.exe, то можно увидеть надпись Connected to Gammon S620. Если все получилось, то можно двигаться дальше. Теперь быстро пробегусь по настройкам. В разделе Screen Map можно выбрать размер охватываемого экрана. По умолчанию стоит весь экран. Если ты играешь в OSU на Full Screen, то я советую здесь тебе ничего не менять. Если у тебя стоит несколько мониторов, то ты можешь выбрать нужное вот в этом поле. Теперь о рабочей области. Если до этого ты уже пользовался другим графическим планшетом, то можешь просто перенести ранее использованные настройки. А если нет, то придется немного поэкспериментировать. Обращаю твое внимание, что настраивать область нужно только с чувствительностью мыши в игре не более чем 1:1. Сначала нужно обязательно поставить галочку напротив Force Aspect Ratio для того, чтобы сохранить соотношение сторон экрана. Подбирай ширину в соответствии с тем, насколько тебе удобно играть. При маленькой области проще проходить фуллскрин джампы, но при этом понижается точность. При слишком большой области ровно наоборот. В меню позиционирования выбираем режим пера и игровой мод. В случае, если ты левша или нужно повернуть планшет, то можно поставить галочку напротив инвертирования, а также при необходимости указать угол поворота рабочей области соответственно. Не забываем сохранить настройки. Переходим в раздел Buttons. Здесь я советую отключить все кнопки на пере. По желанию можешь оставить нажатие наконечника пера на планшет. В этом случае убедись, что во время игры кнопки мыши отключены. Чувствительность и ускорение я поставил на единицу. В меню Filters я ничего не менял, поскольку предыдущих настроек мне хватило для комфортной игры. Но при желании ты можешь попробовать поэкспериментировать. Также нужно поставить галочку напротив Auto-Restart для автоматической перезагрузки драйвера в результате каких-либо сбоев и по желанию напротив Run at Windows Startup, чтобы драйвер автоматически загружался при каждом запуске операционной системы. Все применимые настройки мы можем сохранить в папку с драйвером или, например, на флешку. Это достаточно удобно. А также забросить до первоначальных, если где-то накосячили. Я постарался максимально быстро и подробно рассказать тебе, где и как скачать и установить HAVQ-драйвер, поэтому я думаю, будет справедливо, если ты оценишь мою работу лайком или дизлайком. А также можешь написать что-нибудь в комментарии для продвижения этого ролика. Ну и не забывай подписываться, чтобы не пропустить новых видео. А за сим на сегодня все. Услышимся.